Здравствуйте, я Катя Гордеева. Тихо. А с бандитами ты не поговорила? Ты не помнишь пароль? Юр. Кать, смирись. Ответить честно или энергосберегающе? Расскажи. Началось. Юрий будет дуть будет Юрий. 1,5 года назад у тебя вышел текст на «Медузе», на котором можно приводить пример о том, как журналистика может влиять на жизнь людей. Это был текст про девочку, которая 5 лет своей жизни не выходила из роддома. Да, мы сейчас уже можем назвать ее имя. Ее зовут Саша. Настоящее имя. Да. Девочка 5 лет не выходила, потому что очень странные родители, которые считали, что она больна, и считали, что ее нельзя забирать, а поддерживали ее жизнь в очень дорогом частном роддоме, которая жизнь обходилась вот в такую сумму. После этого текста эту девочку смогли оттуда забрать. Как сложилась ее жизнь? Эта девочка живет в приемной семье. Впервые увидела собаку. Но сейчас она уже с этой собакой играет. Она была в Макдональдсе, она ездила на море. Ну, в общем, у нее нормальная девочкина жизнь. Это все благодаря Лене Ольшанской, которая руководит фондом «Отказники в помощь детям-сиротам». И это одна абсолютно удачно сложившаяся история, несмотря на все отвратительные вводные. Я ее очень сложно и долго писала, потому что там кто-то не хотел давать комментарии, кто-то только в последний момент согласился с именем и фамилией. Боялись все. Я, как обычно, со своей замедленной реакцией, я стала бояться только, когда уже угрозы были. Но это уже было после выхода. Угрозы от биологических родителей? Я не люблю слово «биологические родители», но, в общем, угрозы, да, от родителей и с ними связанных людей. Это опасные люди? Ну, судя по всему, да. Это власть или это бизнес? Это бизнес такой сложный, аффилированный отчасти с властью, отчасти нет. В момент, когда было прям очень страшно и очень стрёмно, «Медуза» давала мне охрану. Мы с детьми тогда были в Петербурге, да. Прям телохранители? Ну, там был человек, да, который с нами был. И, кстати, это мои совсем недолгие, несколько дней, проведенные с телохранителем. Теперь знаю, как ужасно, когда у тебя есть телохранитель. Вот ты, должен все время смс писать: выхожу, захожу, сижу, не знаю, что-то делаю. То есть ты все время, твоя свобода прям, раз и кончается, ты должен все время отчитываться. Но «Медуза» тебя повела прям супер по-пацански. Они все риски разделили со мной и очень помогали. Если такие влиятельные родители, то кто же тогда стал новыми родителями? Кто не побоялся войти вот в эту... Я не могу раскрывать тайны. Это очень приличные люди. И они все риски, они понимали. Понятно, да, что ищут приемных родителей, таких, которые бы могли обеспечить девочке нужный уровень безопасности. Мы выехали из Москвы. В чем концепция? Ты для меня ассоциируешься с Россией и с русской болью. Нет, иногда и радостью, Кать, иногда и радостью. Ты все-таки певица русской боли. Как чаще. Ладно. Ты наверняка хотела бы... Я не понимаю, почему... Я вообще очень жизнерадостный человек. Да, слушай, это же классический контраст, как грустный комик и все остальное. Да, точно. И мы хотим с тобой исследовать разные места в русской провинции. Мы вообще обожаем это делать. И я. И когда мы это обсуждали, куда бы мы могли поехать, ты сказала, что для тебя очень важна великая русская поэтесса Марина Цветаева. Почему? Мне кажется, что она меня воспитала и сформировала больше, чем кто-либо из живых. И с тех пор, как я о ее существовании узнала, я хотела в детстве быть максимально на нее похожей. В детстве не очень понимаешь, да, что к чему приводит и что из чего вытекает. И мне казалось, что столь трагическая жизнь и столь трагическая судьба — это очень симпатичная стезя. На самом деле нет. Мы едем в Тарусу, где находится музей
А музей там находится, потому что Цветаева провела в Тарусе детство. Она провела в Тарусе детство. В Тарусе это родовое ее имение. Она была абсолютно там счастлива. Она к этому месту возвращалась в воспоминаниях всегда, в самые тяжелые моменты. И я там никогда не была. И про это место написано куча ее мемуарной прозы. У меня была учительница русского языка и литературы. Это отдельная расстрельная профессия в математической школе, которая была... Ну, у меня их было две, но одна была совершенно фантастическая женщина, ее звали Светлана Борисовна. И она проводила часть своих уроков... Ну, Извини, в городе Ростов-на-Дону. В городе Ростов-на-Дону, да. Она проводила часть своих уроков не в классе, а где-нибудь. И она вышла в парк напротив нашей школы. И вдруг она прочла одно стихотворение, которое абсолютно взорвало мне сердце. И она сказала, это Марина Цветаева. Что это за стихотворение, помнишь? Это было «Красную кистью рябина зажглась», «День был субботний, я родилась», спорили сотни колоколов, «День был субботний, я от богослов». Я не мастерица читать стихи. У нее был хриплый голос, у нее были большие такие толстые очки. И она была абсолютно опальная учительница. Ее в итоге потом выгнали из школы. За что? За то, что она по вечерам, мы были мелкие, а у нее еще были старшие классы. И старшим классом она устраивала вечер Серебряного века и ставила свечки на стол, и они оплыли, на партах оказался воск. Типа неаккуратность? Ну, типа в неурочное время, типа хрен знает. Ну, как бы это еще такое было... До нас сюда ходит с опозданием на несколько лет, до провинции, и здесь уже бушевала там всякая перестройка, свобода там и так далее. А у нас все еще было не очень понятно как. Подожди, но это было просто... Это не сеанс спиритизма был. Да, это... ну нет, они читали стихи Пастернака, свеча горела на столе, свеча горела. И потом у них свеча горела на столе, чтобы они понимали, о чем они говорят, она им поставила свечи. Разразился страшнейший скандал, ее выгнали из школы. Я потом приходила к ней в гости домой, и вот Цветаева, судьбу которой я постепенно стала узнавать, Светлана Борисовна, которая сразу стала изгоем опальным. И ты как бы начинаешь сразу любить тех, кто пострадал. Если смотрите нас более-менее регулярно, вот эта штука может быть вам знакома. Это баркас из мартовского выпуска про объединение кружок и просвещение в провинции. И у выпуска этого случилось крайне неожиданное и приятное продолжение. Потому что в числе тех, кто его посмотрел, были наши кореша из Adidas. В рамках кампании, посвященной футбольному Евро, они придумали проект Adidas Football Collective. Его главная цель — с помощью футбола сделать жизнь в отдельных местах чуть интереснее и разнообразнее, а возможности шире. Ребят, я очень надеюсь, что вы будете проявлять самостоятельность, следить за тем, чтобы здесь было чисто, и всем от этого будет кайфово. После нашего выпуска Adidas связался с кружком и выбрал несколько небольших населенных пунктов в разных регионах России, где будут построены футбольные площадки. И первая такая площадка открывается именно сегодня и именно здесь, в деревне Взват, Новгородской области. Ворот! Ворот! Стать участником этого проекта может каждый. В период с 11 июня по 5 июля Adidas будет переводить по 5% от суммы покупки любого футбольного товара на строительство таких площадок. А если вы участник программы лояльности Adidas, то 10%. Все подробности проекта и акции по ссылке в описании. Переходим, изучаем, присоединяемся. Марина Цветаева. Для тех, кто вообще не в курсе, можешь коротко объяснить, почему это великая поэтесса? Потому что она создала уникальный язык, которым прежде никто не объяснялся, не выражался, и никто не выражал свои мысли и чувства так, как сделала она. Это
очень непростой, но тем не менее страшно ритмичный, образный, фантастический русский язык. Во-вторых, потому что она из семьи Ивана Владимировича Цветаева, профессора, который создал одно из важнейших достояний XX века. Это Пушкинский музей, который в Москве. И в-третьих, потому что судьба Марины Ивановны, это метафора начала XX века нашей страны. Это судьба человека, который был в самом ее сердце страны, а потом страна его растоптала и убила всех его детей и лишила возможности иметь внуков. Это самое счастливое место в ее жизни. Это несколько лет абсолютного детского счастья, несколько лет, которые в нее... Ну, знаешь, мы все потом, когда живем уже, мы тратим свои воспоминания. И вот за эти годы она получила, видимо, какой-то такой заряд, который она потом имела возможность на нем ехать всю жизнь. Наверное, так. А насколько правильно считать, что Таруса — это самое счастливое время в жизни Цветаевой? Ну, наверное, это правильно, потому что вот Таруса, это, любовь к Тарусе, она через всю ее жизнь прошла. И до самого, собственно, конца. Но вы смотрите, даже живя в эмиграции, она пишет там и прозу автобиографическую, и все это дышит Тарусой. Потом, когда в 27 году, благодаря Горькому, Анастасия Ивановна приехала к ней во Францию, они с Мариной не могли наговориться, и по ночам разговаривали, но все разговоры упирались в Тарусу. Вот на какую бы тему ни начинали говорить, и причем это, в общем-то, у многих создан такой облик Марины Ивановны, что она как-то вообще такая абстрагирована несколько от людей, правильно же многие так считают. Но это же неправда. Нет, это неправда. Потому что вот даже вот такой пример, что говорила Анастасия Ивановна, что она там, в Париже, так вот, вы понимаете, она говорит, спрашивала, это рассказывала Анастасия Ивановна, что она расспрашивала, она помнила всех русских друзей. И вы понимаете, это вроде дети, которыми она там в летний период общается. Ну нет, они не только летом приезжали, они приезжали и в другое время года, но в основном, конечно, летом в детстве. И она расспрашивала, и спрашивала, например, там, а у Клавы дети есть? А Клава замуж вышла? А там еще так... И вот вы понимаете... Прекрасный директор, да? Отлично. Настолько увлечен, что... Она одна здесь. Это вот чистая русская провинция, какая она всегда была, мне кажется, какая она есть. И это прекрасно. Она там 40 лет интересуется Цветаевой. Она создала этот музей, и в нем теперь работает. Тут еще была супер история. Мы как раз не обсуждали, видишь, она думала, что только она знает, теперь она знает, что я тоже знаю. А там, где был дом Цветаевой, тут был один энтузиаст, Семен Островский, который очень хотел хоть как-то увековечить память о Цветаевой здесь. И вот он откуда-то привез огромный, вот такой камень, а Цветаева мечтала быть здесь похороненной. И он написал, что здесь здесь жила и мечтала быть похоронена Марина Цветаева. Как-то так, я не помню дословно. И установил его. А в этот момент соседи, мы не будем сейчас называть их по имени, чтобы не обижать, потому что они не виноваты, они делали ремонт. Дороги тут не очень. И строители, которые помогали им делать ремонт, решили, какой классный камень, можно сделать ступеньки. И они взяли этот камень, натурально сделали ступеньки. Это не апокриф? Это реально? Нет, я у нее подтвердила, мне рассказывали эту байку, я ее знала. И она говорит, откуда вы знаете? Только я знала. Нет, я тоже знаю. И, в общем, сейчас там стоит тоже камень. Значит, здесь мечтала, но он не тот, а он ступеньки дома частного. Тебе настолько нравилась Цветаева, что у тебя даже прическа была под нее? Да. То есть это намеренное копирование было или так получалось? Это уже так получалось, но многие вещи я делала специально под нее. Цветаева в свое время выучила французский, потому что ей важно было читать «Орленка» Растана на французском языке. Я пошла учить французский с той же целью, потому что Цветаева читала «Орленка» Растана на французском языке, и я хотела бы. Это сейчас так Ким Кардашьян подражают, да? А ты Цветаевой? Понимаешь, меня от Цветаевой отделяло значительно больше лет, чем людей, которые подражают Ким Кардашьян от нее сейчас. Но я не вижу, на самом деле, противоречия. Курить еще ты начинала? Да, я курила. Марина курила форточку и дышала. Она была такая полная в детстве, нас тоже это с ней роднило. И у нее была большая грудь. Я сразу упреждаю все шутки про это, поэтому я все скажу сама. И она пыталась все время похудеть.
И она открывала форточку и дышала, чтобы она не заболела там какой-то легочной болезнью. Да, чтобы она болела, страдала, был жар, и чтобы она похудела. Ну, я вот так вот не делала этого, но я курила форточку. Но это детские дела. Ты католичка. Да. Как так вышло? У меня родители, они, наверное, агностики скорее, чем атеисты. Ну и вообще все это было не принято. А католичка — это тоже, в общем, сильно из-за Цветаевой, потому что у нее есть в воспоминаниях, в дневниках история о том, что в какой-то момент ей стало гораздо легче и гораздо проще разговаривать, условно разговаривать с Богом в католическом храме. Где ты сидишь, и тебя никто не трогает, никто к тебе не подходит, ты ничего примерно не должен. И ты можешь сидеть, можешь плакать, можешь не плакать. И плюс истории про моих дедушек и бабушек, которые были католиками. И как-то все это одно с другим сложилось. И в тот момент, когда я приняла решение, я взрослая была, сколько там, 16-17 мне лет было. Я пошла в католическую церковь. Ты из Ростова-на-Дону. Так. При этом южного говора, который многим ростовчанам свойственен, я у тебя не слышал никогда. Я тебе могу показать. Выглядит немножко гротескно, я бы сказал, карикатурно и специально. Но я узнал удивительную вещь, что, оказывается, раньше ты вот так говорила, тебе пришлось, как ты сама говорила в книге, учиться говорить заново, и виноват в этом Леонид Парфенов. Да. Расскажи. Значит, это конец программы «Тема» телекомпании «Вид», там всего на свете, где я работаю. А когда я туда пришла... 95-й год. Да, убили Листьева. Там никто не обращал внимания на то, как ты говоришь. Это был такой телевидение-котел, где все говорили, как могли. Вот Дмитрий Дибров там говорил, как мог. Леонид Парфенов, кстати, из Вологды. Говорил, как мог, но он не работал там. В общем, так или иначе, люди говорили так, как их научили в детстве. И мне не казалось, что я говорю как-то не так. А в Ростове мне вообще так не казалось. А я на телевидении там тоже работала. И вдруг все это кончается, и кто-то говорит, что где-то там на 8-м этаже Великого Останкина есть великий Парфенов, который запускает программу, которая будет на новом суперканале НТВ. Он тогда собирался выходить только во второй половине дня. И я туда иду, там нужно записаться на прием, я как-то записалась. Я пришла, там был, значит, такой волосатый администратор, он меня пропустил. Я захожу, говорю, я выглядела, нужно понимать, как я выглядела. У меня были такие светлее волосы, я их выбеливала вот так вот. Дальше было не по-цветаевски, потому что у меня была такая вот рубашка с вот таким выкатом, мини-юбка, на такой каблук, и вся косметика моей тети на лице. Я так захожу, здравствуйте, я Катя Гордеева. И я понимаю, что вот то, что выражало лицо Парфенова, это был ужас. Но он еще сидит, и он говорит, а что бы вы вот хотели? Я говорю, я могла бы снимать сюжет, я вот снимала сюжет про автокражи, у нас тут был сейчас вот в программе «Тема». А он не знает, как сразу распрощаться. И он говорит, там, вы понимаете, я сейчас очень тороплюсь, у нас сейчас там съемки, у меня сейчас там поезд, и он встает и начинает отходить в угол. А я не сдаюсь, я иду вперед. Я иду вот так вот вперед на него. И вот он уже совсем в углу, оттуда, из угла, мне говорит, вы вообще понимаете, что то, как вы выглядите, и то, как вы говорите, не дает вам права работать на федеральном телевидении. И вот тут я остановилась. Я развернулась и ушла. А волосатый администратор это оказался Андрей Лошак. Потом, спустя годы, Андрюша мне сказал, говорит, ты знаешь, говорит, честно говоря, когда ты выходила, я подумала, что ты пойдешь и утопишься в Останкинском пруду. Но я не утопилась. Я дошла пешком, я жила на речном вокзале, дошла пешком от Останкина до речного вокзала. Люблю ходить пешком. Я крепко подумала. Из имущества у меня был такой цветок, как в фильме «Киллер». Я его взяла с собой и поехала обратно в Ростов. Киллер или Леон? Леон Киллер. В общем, с этим цветком в охапку я приехала в Ростов. Это было, по-моему, весна, там, начало лета. И я нашла учительницу, преподавательницу сцен речи, которая уехала из Санкт-Петербурга. Когда я к ней пришла, она сказала, что это невозможно, что в этом возрасте уже ничего нельзя сделать, южный говор вообще не лечится, вам ничего не поможет. Я сказала, мне надо. И когда через 3 месяца она меня пригласила уже чай попить с ней, я поняла, что, видимо, я уже как-то так звучу, что ей не противно. Но я стояла с пробками там на голове, училась. Я вернулась в Москву. С пробками на голове? Да, вот засовываешь пробку в рот, становишься на голову,
и говоришь пословицы и поговорки. Вы в каких отношениях с Леонидом Геннадьевичем? В хороших. Слушай, я ему страшно благодарна. Кстати, про дух времени. А вот сейчас такая его реакция, она бы считалась, что он шеймит? Мне кажется, что нет. Я, понимаешь, тут нет шейма. Он же не злился на меня конкретно, да, он мне говорил профессиональную вещь. Другой вопрос, что там он был в цейтноте, я его достала там всем этим своим видом и напором. Короче, это не нанесло мне травмы, если ты про это. Это очень сильно меня закалило. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты выросла в Ростове-на-Дону. Насколько его гангстерский флер касался тебя? Слушай, наверное, как всех в 90-е, в Ростове-на-Дону это, конечно, имел там свои особенности. Вот сериал «Бригада» — это очень правдивый сериал. Я его во многом видела из окна. Ухаживали ли они за тобой? Послушай, каждая девочка приличная в Ростове-на-Дону должна была в какой-то момент иметь роман с бандитом. Так было. Мало того, я работала в газете, я там с очень юного возраста работала в газете, и эта газета снимала офис на 5-м этаже бывшего института. Все институты тогда развалились, и они все сдавали там свои помещения. А на 3-м этаже этого же институтского здания был офис бандитов. И поэтому время от времени мы все ездили в лифте с бандитами. И иногда там двери открывались на 3-м этаже, ты их видел, а они сидели вот так все на стульчиках. Это была пехота. То есть Пехота — это типа боевые... Это те, кто на разборки ездят, но не разговаривают, а... Бьются, стреляют там и так далее. И в этом отчасти, конечно, была такая, романтическая, что ли, история. То есть ты смотришь на них, и ты понимаешь, что кого-то из них ты можешь завтра не увидеть. О том, чем они вообще все занимаются и что они творят, в юном возрасте не сильно думала, но думала. А потом меня жизнь заставила как-то задуматься, потому что я написала заметку в газету свою о том, что вот, дескать, место под детскую больницу отхапала себе вот такая-то группировка, которая, значит, ходит под тем-то, тем-то, и там будет казино, а не детская больница. Газета версталась в пятницу и печаталась в субботу. И я в субботу сидела у себя дома, и вдруг мне пришла в голову довольно банальная мысль. Мне 13,5, может быть, 14 лет. Что вот я так написала, мне рассказали это люди, которые там имели отношение к будущей детской больнице. А с бандитами-то я не поговорила. Я не знаю их точки зрения на это. Второго мнения нет. Второго мнения нет. Я не училась тогда нигде, я ни с кем не разговаривала. Я вот все это постигала сама. И тут это сейчас ужасно смешно рассказывать, звучит неправдоподобно, но так оно ровно и было. Офис этой группировки был в одном... Я не могу сейчас называть все точные явки и пароли, потому что большинство этих людей, к счастью, живы. Некоторые уже нет, а некоторые все еще живы. Так. И я взяла телефонный справочник города Ростов-на-Дону. Нашла там телефон гостиницы, в которой был этот офис. Я позвонила и говорю: здравствуйте, меня зовут Катя Гордеева, я журналистка. Сейчас печатается газета, в которой будет вот такая-то информация. Хочу поговорить с кем-то из ваших главных. Там возникла такая-то такая тишина. Проходит время. Он говорит: да, сейчас. Алло. Я, значит, опять это рассказываю. Приезжай. Я выхожу из дома, сажусь, мне было 2 троллейбуса ехать, автобус и троллейбус до этой гостиницы. Я прихожу туда. И там сначала один поменьше рангом человек был, а потом другой побольше рангом. И я пришла, мы сидим. Он говорит: зачем ты это написала? Я говорю: ведь это же детская больница, там вот это вот то, сё. Он говорит: а зачем ты позвонила? Я говорю: я хотела узнать, что вы думаете. И такая пауза. Он говорит: уже написала? Я говорю: да. Он говорит: уже не исправишь. Я говорю: да. И тут я понимаю, такой аквариум еще был с рыбками. Я помню, такая рыбка плывет, и думаю: пиздец. Все. Я рыбка. Он говорит: что ж, будет больница, значит, будет больница. Будем общаться. И на следующий день или через 2 мы подружились с этим человеком. На следующий день или через 2 он меня пригласил в офис. И я помню, как я иду, представляешь, я иду из школы, там, это 7 или 8 класс.
Я заруливаю в эту гостиницу. Он меня угостил в ресторане котлетами по-киевски. А потом подбросил на мою работу на малиновом Мерседесе. Я впервые тогда в жизни ехала на Мерседесе. Мы подружились с ним. И мы очень долгое время общались, и очень многие вещи, касающиеся того, как устроен вообще этот мир, я от него узнавала. Это был очень интересный человек. Это были люди, которые в советские времена занимались подпольными разными бизнесами. Не в смысле, да, они воровали деньги, а в смысле там цеха были, да, они там шили какую-то одежду как бы под фирму, продавали ее. А потом все это вышло в легальное поле, появились деньги, и они на этих деньгах стали делать другие деньги. В итоге что построили, больницу или казино? А в итоге вообще ничего не построили. Потом, уже в следующее время, там построили жилые дома высотные. Но заметка вышла, и у тебя не было проблем? Нет. Я слышал, что у тебя был роман с бандитом, и ты должна была выходить за него замуж. Я не буду говорить про это ничего. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты теперь тоже на Ютубе. Да. Как так получилось? Я люблю людей. Мне ужасно интересно. Вот правда, мне прям про людей ужасно интересно. Я про каждое интервью, когда только мы его снимем, я всем хожу, вношу мозг, рассказываю, как там было. Потом я сама думаю, вот что-то мы там не договорили, не докрутили, не досняли и так далее. Пока этого не было, я вдруг почувствовала, что есть какой-то целый кластер большой людей, которые все равно не ложатся ни в чьи ваши форматы. То есть с ними никогда не поговоришь ни ты, ни Коля. А если не ты, ни Коля, то и никто. Ну ладно, не ты, ну шучу. Короче, ни ты, ни Коля, ни Ира, ни Ксения, ни вообще ни миллион всех тех интервьюеров, которые сейчас есть на Ютубе. То есть понятно, да, что площадка абсолютно занята. Но все равно я чувствовала, что вот есть, и классно было бы с ними поговорить. И я пришла к Гале Тимченко в «Медузе» и говорю, послушай, а давай вот мы сделаем вот так. Галя сказала, да, классно, потому что у нас есть YouTube, но как-то вот мы тоже не знаем, как бы его применить к делу. И мы стали это делать. Как ты отреагировала, когда «Медузу» признали иностранным агентом? У меня замедленная реакция, если ты заметил. Сначала что-то происходит, а потом я это понимаю. И первый день я как-то всех так поддерживала. Второй день я думала, а в третий день я села на стул дома и стала плакать. При том, что я не то чтобы там плакса. А я стала плакать, и меня посетило какое-то абсолютное отчаяние. И я подумала, что ну вот как-то в очередной раз меня лишили работы. Я, честно говоря, о себе думала. То есть мне ужасно было жаль «Медузу» и ребят, которые там работают. Но еще я подумала о себе, что вот только-только проект, который мы придумали, сделали, вот он стал становиться на ноги, стало как-то уже легче работать, что вначале было очень тяжело. И тут опять взяли и все разбомбили. Потому что до этого, на какой бы работе я ни работала, все как-то хреново заканчивалось. Но не по моей вине, не по вине тех людей, которые со мной работали, а в силу внешних обстоятельств, которые мы можем иносказательно называть внешними обстоятельствами, вообще-то это наше государство. Ты подумал, что придется закрываться? Но я подумала, что бы я делала на месте «Медузы», и поняла, что я бы закрывала непрофильные активы, чтобы спасти редакцию. В том числе YouTube-канал? Да. Как так случилось, что закрываться не пришлось? «Медуза» поступила в высшей степени благородно. И канал, на котором выходила «Скажи Гордеевой» и «Радио Долин», нам отдали. То есть, ну вот, отдали большой канал мне, а Антону отдали бренд, и на новый канал перенесли его выпуски. Это было очень благородное решение со стороны «Медузы». То есть не утонуть нам всем вместе, потому что, ну, понятно, на Ютубе выходить с пометкой «иностранный агент», с адской заставкой. И плюс довольно трудно. У меня несколько героев сразу сказали, ой, Катя, очень интересно было бы с тобой побеседовать, но как-нибудь давай в другой раз. Ой, их смущает статус? Да, одна героиня сказала, что ой, знаете что, у меня все еще есть генетическая память.
Вот. И понятно было, что дальше так не будет. Типа, Ну да. я памятью помню, как мои предки жили в Советском Союзе. Я памяти помню, да, как мы Что было в те времена за связь с иностранцем? Ну, за связь с иностранцем, с иноагентом, с врагом народа там, и так далее. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. У нее есть, что нельзя... Самое страшное — это проснуться в Москве зимой 18 года, когда они голодали настолько, что она вынуждена была ездить в поездах с продотрядами, со самыми страшными вот этими вот монстрами, которые отбирали у крестьян еду, чтобы ей чуть-чуть чего-то отсыпали. Она там при них прибиралась, прислуживала и так далее. Когда им с ее дочерьми нечего было есть вообще. И ее дочь умерла от голода в 3 года. И ее дочь умерла от голода, да. И Марина Ивановна Цветаева, не знаю, она еще человек, который абсолютно в посмертии своем унижен и оболган. Потому что в чем только ее не обвиняют. Например? Начиная там от того, что она сама виновата в смерти дочери, и что она, дескать, ее не любила, и заканчивая, собственно, обвинениями в том, что она была вместе с Сафроном и, в общем, потворствовала этому. И во многом другом. Ее особость, ее отдельность, ее невозможность ничего сказать в свое оправдание из-за гордости, она вот ей устроила такую жуткую судьбу. Ну и как бы Родина тоже ей устроила жуткую судьбу. А Ефрона завербовали уже, когда он был там? Да. То есть он был белым иммигрантом, уехал, но там что-то произошло. Как-то смогли сделать так, чтобы он стал работать на красных? Кукловодов кремлевских много всегда же было. Он просто, вот смотрите, он воевал за свою родину, он рисковал, боролся, да, за царя, за отечество, так скажем, ну, по крайней мере, за свою родину. Все, белая армия разгромлена. Он в Чехию перебирается, потом во Францию. И вот тут, когда он со временем понимает, что тут строй, который победил, там неплохо, а об этом же стараются. Это пропаганда. Да, пропаганда-то работает, и он начинает разочаровываться в своих прежних взглядах, да, что это все было ошибкой, считает он. То есть его мировоззрение кардинально. И другое дело, что рядом есть люди, которые способствуют. Он был сотрудником спецслужб, да. Он участвовал в Союзе возвращения на родину. Сначала это был Союз возвращения на родину, Евразийское движение, Союз возвращения на родину, а потом спецслужбы, да, как это обычно. То есть вот такой путь он прошел. И он понимал, что чтобы вернуться, нужно заслужить прощение делами. То есть он участвовал во многих делах. Но он участвовал в подготовке дел, но он не участвовал в самом убийстве, которое ему потом приписывали. Он не участвовал, да. Вот то убийство, которое ему приписывали, и из-за которого его окрестили убийцем, русские парижане, вот в этом деле его участие было руководство группой наружного наблюдения. То есть он вот наблюдал. Я думаю, что это еще сумасшедшая их ностальгия. И для Марины, Москва, Россия, это очень важно. Но Марина Ивановна еще могла бы жить. Она говорила, что Родина ведь это не условность территория. Вот Родина, она в наших жилах течет, вот эта кровь. Да. А вот Эфрон как раз был устремлен в советскую Россию. И он уговаривал Марину Ивановну вернуться. И она писала, Сергей Яковлевич с головой ушел в советскую, в Россию, в ней видит только то, что хочет. То есть он для себя вот какой-то идеал нарисовал. И в итоге он переехал, и через 2 года он был арестован. Арестован, да. И расстрелян. А потом еще через 2 года Через 2 года расстрелян. В 41-м. Почему она вернулась? Я не знаю. Потому что она любила мужа. Она понимала, что муж, он просто переобувшийся НКВДшник. Я думаю, что она как бы понимала и не хотела понимать. То есть вот она понимала, но верить не хотела. Я думаю, так. Это первое. Второе, мы не понимаем, что происходило с людьми в 30-е годы, которые находились там и возвращались сюда. Ведь очень же много людей приехало. Приехало, чтобы встретить свою смерть.
Они ехали на родину. Это ощущение того, что ты едешь в чувство своего, в дом своего детства, во время своего детства, в страну своей любви, в страну своего места рождения, по праву твою. И у тебя нет ожидания, что, приехав в эту страну, ну, вернувшись к маме, да, так, другими словами. Что мама тебя убьет. Что мама тебя убьет, да. Ты едешь домой. Каким бы ты ни был. То есть, когда блудный сын возвращается к отцу, он не ждет, что тот его убьет. Он всегда ждет, что он его примет, погладит по голове, каким бы он ни был, что бы он ни делал. Ну, это такая история про предначертанность, да, то есть она себе его предсказала, она сказала, что я выйду замуж за того, кто мне подарит мой любимый камень. Сердолик, да. И он приносит ей с пляжа камень сердолик. Да. Ее любимый камень. Ей 18, ему 17. Да. Она выходит за него замуж, но выходит замуж за него навсегда. И у нее там, что бы ни происходило в ее жизни, а происходило много чего. То есть это все как-то вот здесь, а муж он. И она не может его оставить. Я думаю, что даже если бы у него рога и копыта выросли. Ну да. Это ее маленькая записная книжечка, которую она хранила с собой еще со времен своей юношеской поездки во Францию. Она была абсолютно пустая. То есть книжечка, вот она, и карандаш. И когда нашли уже мертвую Цветаеву, там одно слово. Там слово «Мордовия». И, в общем, есть споры, что она имеет в виду. Еще там как-то его... Короче, оно переводится, если по-польски его читать, оно переводится как «насилие». Но, скорее всего, это Мордовия. И потом же Алю переведут с севера. Алю, когда посадили, ее отправили в Коми. А потом будут за нее хлопотать, и ее переведут в Мордовию. Она будет сидеть свой срок первый в Мордовии. Но Цветаева была известна тем, что она пророчество. Она напророчествовала себе, где она как умрет, и как она будет похоронена за забором. Я буду лежать за забором. Я буду лежать под забором. Она напророчествовала себе своего мужа. Она напророчествовала там кучу всего в своей стране. И поэтому вот эта Мордовия, она, конечно, такая... Это та самая балка? Это та самая балка. Да, сени у Бродельщиковых были немного поменьше. Мы перестроили, когда готовились к открытию музея в 2005 году. Но балка осталась. Жутковато. А насколько это правда или это легенда про веревку Пастернака? Ну да, веревка, наверное, была, но вот это был дом кузнеца. Михаил Иванович Бродельщиков был кузнецом. Понятно, что веревок тут было достаточно, наверное. Бери любую. Но есть легенда, да, Борис Пастернак. Отправляем Марину сюда. Да. Пришел в ужас просто от того, в каком виде был багаж Марины Цветаевой. Эти вот мешки, они, во-первых, там было все, что можно было оставить, все хорошее осталось дома, а то, что не нужно, она привезла, они не упакованы, не перевязаны. Ужаснулся Пастернак, и тут появилась веревка. И как будто бы произошел разговор, а крепкая ли веревка? Да так крепка, что и повеситься можно, выдержит. Как вы познакомились с Колей Солодниковым? Мы познакомились 19 июня Нет. Мы познакомились 19 июня 2013 года в Петербурге. Был прекрасный солнечный июльский день. Коля позвал меня в Новую Голландию, которая тогда еще не существовала, только пустырь был, на открытую библиотеку, чтобы я рассказала свои книжки «Победить рак», которая вышла по мотивам фильма о раке. А открытая библиотека или Колей? Открытая библиотека. Там был какой-то поэтический баттл. Там Коля у какого-то костра брал интервью. И я вижу, там сидит Петровский, Сакуров.
То есть вот такой рядок. И он у них берет интервью. И это все выглядело, в общем, примерно как будто бы я на Марс залетела, а там цивилизация, жизнь, люди какие-то другие, безо всяких понтов, и делают очень классное дело. Я была очень впечатлена. А в финале там пел Олег Нестеров, и с неба падал снег. Июль. И потом мы стали переписываться. А потом мы еще раз... Потом мы в Москве встретились, у нас было свидание. А потом Колек сказал, когда ты переезжаешь в Петербург. Коля производит впечатление очень сентиментального человека. На сайте «Палач» с ним есть совершенно дивное интервью, в котором он рассказывает о том, как может в музее, условно, Уффици подойти к картине и заплакать от удовольствия. Как ты реагировала, когда знакомилась с такой особенностью? Слушай, это очень трогает. Это очень классно знать, что мужчина, которого ты любишь, может плакать. Вообще про мужчину классно знать, что он может плакать. Коля, он для меня, наверное, как человек, который в какой-то степени меня очень сильно бережет и прощает мне там всю вот эту вот дурь. А с другой стороны, я понимаю, что он настолько, чтобы быть старше, чтобы быть серьезнее, чтобы быть ответственным, он настолько себя держит в руках и настолько себя ограничивает, что меня это страшно впечатляет. Впервые Колю Солодникова я увидел на фотографии с твоей свадьбы. Я просто был подписан на тебя в Фейсбуке, и там была фотография, на которой вы в нарядах, и твой сын Гоша... Наш сын Гоша. И ваш сын Гоша со спущенными штанами отливает прямо там. А вы очень радуетесь. Да мы не очень радуемся, мы охуели. Да ладно, вы ржете вовсю. Ну а что нам делать, плакать, что ли? Вот, они ржут, и я думаю, блин, как кайфово. Такая деликатная история на свадьбе собственной, а они поворачивают ее в смех. Не все бы так смогли. Нет, слушай, это была лучшая свадьба на земле. Вот я тебе клянусь. Это была... И люди, которые там были, они тоже так считают. То есть это не только мое мнение. Я ненавижу свадьбы. И это всегда какие-то вот эти тосты длинные, вот это бу-бу-бу, будьте здоровы, дай вам Бог там какой-то длинной дороги, а теперь молодые целуются, и это сват, брат. И я просила Колю, сказала, пожалуйста, давай у нас не будет никаких тостов, ни одного тоста и ни одного стола. У нас не было столов и не было ни одного, правда, тоста. И единственное, что у нас было атовизм советского наследия, была регистраторша. Стояла тетенька в фиолетовом платье, она все время говорила, и в 5-миллионном Санкт-Петербурге, и тут, значит, Картоскар сидел, он говорил, Николай нашел себе бабу с 2 детьми из Ростова, а значит, он говорил, перестаньте перебивать. А мне он все время говорил, уберите детей, уберите детей. А дети там, значит, вот Саша и Гоша, они ходили, им там, соответственно, 4-3 года. И Гоша, который до этого, мы были в Эрмитаже, мы купили альбом Тициана, и мы его рассматривали. А там разные были вот эти вот амурчики на фоне лежащих голых женщин, и писающие разные мальчики там всякие. И, видимо, я потом с ним много разговаривала, почему так произошло. То есть это не то, чтобы у него была привычка. Но тут Гоша дал Сида Вишеза. Или Тициана. Или, как потом выяснилось, Тициана, и он решил пописать. И когда я обернулась, у меня мама говорит, а почему ты молчал? Я говорю, мама, а как я могу его прервать? Эта фотка попала в какой-то там топ чего-то там, значит, как 10 почему-то испорченных свадеб, хотя это было... Хохотали все так, что я думала, что все умрут. Регистраторша на нас махнула рукой, значит, плюнула и сказала, что все, целуйтесь. И они как раз начали целоваться, а потом он пописал. У нас, я эту фотографию распечатала, она висит как большая картина у нас дома, и мы все думали, когда же наконец-таки наступит тот день, когда Гоша скажет «уберите». День этот наступил уже. Когда у него был день рождения, он мне сказал, ты могла бы вот это вот убрать, когда придут мои друзья? Я убрала. Да скоро, я думаю, что нам придется вообще ее снять. Один из мемов про Колю и его интервью
касается его позиции по Навальному, ну, которая была, по крайней мере, до Не-не, отравления. сейчас это кончилось. Он был с ним не согласен там, по куче вопросов и с разной степенью там, забавности по этому поводу высказывался. Какое у тебя отношение к Навальному? Вот мы с тобой записываем это интервью там, в конце весны, начале лета 2021 года. В этот момент Алексей Навальный находится в тюрьме по сфабрикованному делу, совершенно несправедливо. Он уже был отравлен, он уже пережил голодовку, и он находится в чудовищном положении, в чудовищном месте. Мое отношение к нему сейчас — это огромное сочувствие и желание максимально быстрее увидеть его здесь на свободе. И вот тогда мы о чем-то, каких-то моих вопросах, там, сомнениях, радостях, ожиданиях и так далее поговорим. На сегодняшний день вообще минимальные к нему претензии предъявлять, я считаю, что абсолютно аморально. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В Елабуге есть еще музей одного удивительного человека. Мы собирались изначально только Цветаевой, но Катя сказала: Юра, есть еще одна интересная история, которую я тебе должна рассказать. Расскажи. Это история про Надежду Андреевну Дурову, которую я считаю первым русским трансвеститом. Это девочка, рожденная у полтавского помещика, в семье полтавского помещика, от женщины, которая хотела мальчика. Вся семья хотела мальчика, родилась девочка. И мало того, эта девочка, когда ей было там, чуть меньше года, позволила себе сильно орать в карете, плакать. И мама ее выбросила. Ее подобрал конюх, и Надежда Андреевна выросла в седле. И она, прежде чем учиться ходить, она научилась ездить на лошадях, и лошади составляли весь смысл ее жизни, и она мечтала стать кавалеристом. Она полюбила кавалериста, хотела с ним сбежать. И тут уже семья ее вернула к себе, сказала: не-не-не, возвращайся. И тогда она вышла замуж за какого-то пожилого, значит, там нелюбимого чувака, которому она родила ребенка, как было положено. И потом она все-таки сбежала. В тот момент шла Первая Отечественная война. И она стала кавалерист-девицей. Она постриглась, она изменила имя, она воевала круче мужчин, и она называла себя кавалеристом. И ее отец, он ее нашел, пытался ее призвать к ответу и пытался ее вернуть домой. И она попросила защиты царя. И царь ей дал свое имя, царь ей дал свою фамилию. И она была очень недолгое время адъютантом Кутузова, вот, но потом она была на службе Его Величества, Его Императорского Величества. Музей Надежды Дуровой. На основе ее жизненной истории снята гусарская баллада. Ну, в принципе, можно так сказать. Хотя сам Эльдар Рязанов всегда говорил, что я снимал не Надежду Дурову. Моя героиня Шурочка Азарова. А история такая была уникальна. То есть других подобных историй в то время не было, чтобы в русской армии служила женщина, переодетая в мужчину. И выдававшая себя за мужчину. И выдававшая себя за мужчину. Это был уникальный факт для русской армии. Первые сражения у нее действительно были тайными. Никто вокруг не знал, что это женщина. Она выдавала себя за юного воина, за юного парня. Ей было уже 23 года. За спиной неудачное замужество, рождение ребенка. И несмотря на это, она выдала себя за 17-летнего парня и вступила в ряды русской армии под мужским именем, назвавшись Соколовым Александром Васильевичем. А голос какой у нее был? Ну, голос за молодого парня, наверное, сходил ее голос. Она, наверное, его делала погрубее. Но она же еще курила. Она начала курить, она курила трубку чубук. Вот у нас даже в экспозиции есть трубка чубук. Это чубук, которым она пользовалась, тоже сохранился он в семье ее родственников. Такой индийский прибор. Ну, это вот такой малороссийский чубук. Она была родом из Малоруссии. Родилась она на Украине, когда отец служил там. Мать была дочерью богатых украинских помещиков. Глобально Надежда Дурова – это же одна из икон русского феминизма. Я правильно понимаю? Да, так получается, да. Сейчас уже так, потому что именно она в начале XIX века решила пойти туда, куда женщинам было совершенно запрещено. Катя нам рассказала про легенду, будто бы она с Пушкиным общалась
Да. И Пушкин всему Петербургу рассказал Её ее секретик. тайну. Конечно, это не легенда, это известный факт. Надежда Дурова дала слово императору Александру Первому, чтобы он разрешил ей остаться на службе, дала слово, что будет до конца жизни выдавать себя за мужчину и носить имя, дарованное ей императором. Александр Андреевич Александров. И вот с этим именем она прослужила до конца службы, выйдя в отставку, продолжала носить это имя, и даже Пушкин обращается к ней по этому же имени. И Пушкин восхищается ее литературным талантом, приглашает ее в Петербург. Конечно, она уже была не в военной форме, но она была в мужской одежде. Ну и Пушкин опубликовал отрывок из ее записок в журнале «Современник», который он издавал в 1836 году во 2-м номере. И написал к этому отрывку свое предисловие под названием «Записки Дуровой, издаваемые Пушкиным». И краткую информацию о ее биографии, что это та самая, которая вот служила в русской армии. То есть раскрыл ее. Он раскрыл ее имя, раскрыл, кто была та женщина, о которой ходили слухи. И вся вот читающая публика в Петербурге и России узнала, что это была Надежда Андреевна Дурова. Сама, конечно, Надежда Дурова тоже возмутилась таким поступком Пушкина, написала ему разгневанное письмо, как он смел раскрыть чужую тайну, но Пушкин призвал ее быть на литературном поприще такой же смелой, как и на военном. Какой красавец! Слушайте, самый толерантный. Да, и все произведения ее уже позже публиковались под 2 фамилиями. Подписывались Александров, а в скобках Дурова. Ты как-то сказала про фермент женского одиночества, позволяющий мужчинам, находящимся рядом с русскими женщинами, творить с ними отвратительные вещи. Понимаешь, мы исторически страна женщин, которые все на себе тащат, и при этом они страшно одиноки, потому что они лишены мужчин. Вот тот отбор, который у нас произошел, я бы не назвала его естественным, потому что это война, потом революция, потом репрессии, потом опять война, потом опять репрессии. А убивали же лучших. Всегда умирают лучшие. Да? Да. Знаешь, как у Оксимирона сказано? Выживает сильнейший, а побеждает неваляшка. Вот. Ну, конечно, лучших убивали, потому что лучшие, они всегда впереди. Лучшие, они всегда не согласны, лучшие, они всегда имеют свою точку зрения. А масса, она как бы так скроется всегда. И лучшие, они всегда неугодны. И так получалось, что все равно в авангарде были мужчины. На войну шли мужчины, там, враги народа, конечно, тоже в основном мужчины. А от них оставались женщины. И эти женщины, во-первых, вынуждены были в себе совмещать и мужские, и женские функции, потому что она и баба, и бык, и лошадь, и мужик, вот это все. Она, не потому что ей так классно, а потому что мужика-то нету. И плюс мужчины превратились в такую ценность на манер валюты. Что если он у тебя есть, так ты, молодец. А если его у тебя нет, значит, жизнь не удалась. И вот эта вот такая одинокость и ценность неодиночества, она из поколения в поколение все усиливалась. Мне так кажется. Это только в России есть такой очень неприятный феномен, когда женщина гораздо больше ценит мужчину, который рядом с ней, чем ребенка, которого она родила вместе с этим мужчиной. Ты никогда этого не замечал? Я понимаю, о чем ты говоришь. Меня не смущает фраза «только в России». Много где? Нет, вообще нет. Средиземноморская культура вообще другая. Там сначала дети, потом мужчины. 100%. Даже если классный мужчина. Даже тут вообще мы не говорим сейчас про качество этого мужчины. Мы не говорим, там, хороший, плохой, синий, зеленый, неважно. Мы говорим про то, что стоит впереди паровоза. Ребенок или мужчина. Потому что если мужчина, у тебя в голове сидит, что я еще нарожаю. А если ребенок, то у тебя стоит, что у меня есть ребенок, и это самое ценное. И ради него я буду строить или не строить свои отношения с мужчиной или без мужчины. Я буду жить так, чтобы этому ребенку было счастливо. Ты помнишь историю в Брянске, которая произошла сколько-то лет тому назад? Когда
мужик убил ребенка, потому что он спать мешал? Она его убила, ребенка, женщина. Он его ударил, она его убила. И она там в интервью, это было абсолютно потрясшее меня интервью. Значит, они сперва сказали, что ребенок потерялся. Вся страна искала этого брянского малыша. Потом, когда нашли и выяснилось, что это они же его и убили, у нее брали интервью. И она говорит, вот, дескать, он мешал ему спать. Ей корреспондентка говорит, подождите, ну вы там его там 6-я жена, и у каждой из них там типа по ребенку, а то и по 2. Вы зачем он вам вообще нужен? А там такой появляется крокодил. И она говорит, а какой-никакой, а мой. И ты думаешь, боже мой, а что у тебя в голове-то было, что ты ради него убила своего собственного ребенка? Как вообще это все? То есть я ни в коем случае не обвиняю женщин, да, в этом, но я говорю о том, что в России вся вот эта вот история женская линия, да, она значительно сложнее, чем в какой-то любой другой географической и геополитической точке. У нас просто родовая такая травма, у нас очень тяжелая биография. Как тебе жилось, когда ты была мамой с 2 детьми? Мне нормально жилось. Ты знаешь, ну я вообще никогда не хотела выйти замуж. Ну, у меня не было такой идеи. Вот только Коля мог это все исправить. Но один раз меня посетил ужас. Это когда я ушла с НТВ, а там такой был, этому предшествовал большой разговор с Владимиром Михайловичем Кулисиковым, тогдашним гендиректором. И он мне предложил там то, и это были какие-то такие адские компромиссы, на которые я не могла пойти. И я сказала, не, я, вы знаете, все-таки уволюсь. И он встал, меня обнял, говорит, спасибо за понимание. Ну и я пошла. И вот я вышла на улицу. Ну, понятно, да, что я там жила не в вакууме, я понимала, что люди уходили, получая там какие-то годовые там бонусы, такие бонусы, сякие бонусы. А я такая ушла, спасибо за понимание. Я думаю, блин, у меня нет накоплений. Я мать-одиночка с 2 детьми. Я сейчас так вот ушла, и чего я буду делать, как я их буду кормить-то через месяц? И вот это был один-единственный момент, когда меня посетила паника. Ну, потом я справилась. Как ты справилась? Ну, послушай, я же умею работать еще. Я стала работать. Характер, он чувствуется. Даже вот она пожилая, да, вроде старенькая, уже за 70, здесь даже за 80, скорее всего. Ну, вот такая твердая, да, осанка такая прямая, такая вот женщина была. Ну и, конечно, сейчас таких женщин очень много. Нам всем нравится ходить в брюках, да, это комфортно, это удобно. Мы многие делаем карьеру в разных областях, да, кто-то в литературе, очень много писателей, да, женщин. Есть женщины военные. Сейчас это вот популярно, нормально. Прошло 200 лет. Все это стало нормальным. Но в то время это был действительно уникальный случай. А что-то про ее личную жизнь известно после того, как она пошла служить? Был ли у нее еще брак? Были ли у нее отношения? Нет, у нее брака не было точно. Были ли отношения, мы тоже не знаем. Скорее всего, нет, потому что она же выдавала себя за мужчину. А с девчонками? Ходила как с мужчиной, с девчонками тем более. Но все же знали, что она женщина. Как вот, ну нет. Но были случаи такие, которые она сама описывает в своих произведениях, что молодые девушки во время ее службы, молодой гусар, красивый, влюблялись в нее, девушки. И ей приходилось менять место службы. Хотя как бы это ни было обидно и досадно, например, из гусар, как она сама описывает, она ушла, потому что одна из дочерей полковника влюбилась в нее, и она не могла ответить взаимностью, потому что она женщина. Потому что времена такие, я думаю. Потому что она женщина. Слушайте, я думаю, что самый толерантный человек во всей этой истории — это царь, который дал ей новое имя, новую фамилию и право служить безо всяких вот этих вот. Да, да.
Да, и он вот взял с нее слово, что она будет скрывать свою тайну. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты мама 4 детей. Когда ты в первый раз стала мамой? В 2010 году, И это был приемный ребенок. да. Как это произошло? Слушай, я не брала у Саши разрешения на подробный рассказ истории, а я считаю, что такие истории нужно рассказывать с разрешения того, о ком ты рассказываешь. Я знаю, что она мне разрешает рассказывать, я могу рассказать эту историю. Когда мы с Сашей встретились, когда она оказалась у меня, и мне ее отдавали там, со словами, что там, типа, это все для хайпа, там, это вы журналисты. И вообще она глухая. И до полугода у ребенка нельзя проверить, он слышит или не слышит. Я все время как чокнутая ходила и хлопала вот так вот. И все время там ставила ей Моцарта, Баха, там, еще что-то, чтобы она как бы музыку слышала. И если она глухая, то она сейчас как бы вот сразу услышит. А потом, когда ей исполнилось полгода, уже можно было проверить. И мы поехали в какой-то центр проверять ей уши. И врач сказал, что с ума сошли, все хорошо слышит. А привычка слушать музыку осталась. И Сашка играет теперь на фортепиано так, что мы все, и все учителя, и все ею страшно гордятся. Ну и вообще она как бы абсолютно ангел. Это такое мое везение. Наверное, мне вообще ни с чем никогда в жизни так не везло, как с ней. Сколько ей было, когда ты ее удочерила? Я ее увидела, когда ей было пара дней, а потом мы уже были дома, когда ей было почти 2 месяца. Это процесс... Там справки нужно собирать. Там самая важная справка в жизни нашего государства — это о том, что у тебя нет судимости. Причем государство тебе дает справку не о том, что у тебя нет судимости, а о том, что у государства нет сведения, что у тебя есть судимость. То есть ты вообще не беленький. Как тебе это решение давалось? Очень легко. Я правильно понимаю, что в этот момент, в момент удочерения, ты была в положении? Не совсем. Когда мы познакомились с Сашей, я еще не была в положении. Когда я забирала, уже была. Это была очень трогательная история. Картос ее любит вспоминать. Когда там случилась очередная катастрофа, на которую мне нужно было ехать как репортеру, там, снимать репортаж. А я человек, который абсолютно трудоголик. И, в общем, мало чего, смерть, наверное, разлучит меня с работой. Упал самолет польского президента. Вот я просто очень хорошо это помню. И Картос меня вызывает и говорит, что собираемся, надо лететь. А у меня сумочка на работе стояла. И я говорю... Он говорит, почему? Я говорю, я еду за дочкой. И вопросов вообще не было. Он спросил, только тебе нужен отпуск? Взяла? Небольшой, там, на пару недель. Ты была тогда в отношениях? Нет. То есть ты удочеряла дочку, понимаешь, что ты будешь одна ее воспитывать? Да. Как ты планировала это делать, учитывая, что ты трудоголик? Няня, бабушка? У меня родители живут в другом городе, в Ростове. Да, няня, я. Послушай, у меня в жизни нет других интересов, кроме работы и семьи. Я не люблю тусовки, я ненавижу светские мероприятия. Меня мало что интересует. То есть кино я смотрю дома в основном. Я люблю музеи, но это может с ребенком. И я с 2 детьми ходила по музеям. Меня ничего от этого не отвлекает. И мне так кайфово. Ты забрала 2-месячного ребенка Да, и узнала, что беременна. да. Что в твоей голове творилось тогда? Ой, я была так счастлива. Я была очень счастлива. Единственное, что там так совпало, я очень долго Картоза уговаривала, что я сниму фильм про маяки. Была у меня такая страсть, мне очень нравились и интересовали меня маяки.
Забегая вперед, я могу сказать, что у нас с Андреем Лошаком было такое соцсоревнование, у кого будет максимально низкорейтинговый фильм. Ну, Картос обещал, он сделал. У нас с ним был договор, что обычно я снимаю там один фильм типа рейтинговый, ну, очевидно, рейтинговая тема, а другой фильм как хочу. Так появился там фильм про хосписы, так появился первый фильм про благотворительность в эфире НТВ, ну и так далее. И вот, значит, он мне обещал летом, когда все равно там низкое телесмотрение, фильм про маяки. И вот я дождалась своего, значит, этого звездного шанса. Я в командировку еду, и я понимаю, что я беременная так, что прям вообще, и что это токсикоз. Я очень хорошо помню, как я лежу в Бостоне на каком-то маяке, который стоит посреди океана. В Бостоне? Да. Значит, меня положил хозяин этого маяка в гамак. Меня положил хозяин маяка в гамак. Ну, типа, это самое козырное место на маяке. Звезды, там все, они еще пиво давали все время. Я не могу ни пить, ни есть. И я лежу в гамаке, смотрю на звезды, которые на другом конце света. Меня тошнит, и я только говорю своему животу, что сыночек, миленький, ты только сейчас подержись. Мы сейчас вот закончим эту командировку и будем дома сидеть. Ну, потом мы с сыночком мы ездили еще на теракты разные. Ты можешь что-то рассказать про отца Гоши? А Гоша называет своим папой Колю. Коля называет Гошу своим сыном. Коля — отец Гоши. И Саши тоже, кстати. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Пока мы путешествовали, я обратил внимание на одну деталь. Когда ты знакомишься с людьми, особенно если это женщины, ты всегда находишь, чему сделать комплимент. У вас бусы отличные, у вас босоножки классные, ваше платье просто супер. При этом всегда этот комплимент не просто как бы ради комплимента, а ты прям попадаешь в что-то классное, что человек либо придумал в своем облике, либо подобрал. И я прям видел, как человек меняется после этого. По чесноку, это искреннее желание сделать комплимент или еще к тому же такой хитрый способ расположить к себе человека? Не, ты понимаешь, вот мы с тобой ездили, я тоже об этом думала. Мы видели с тобой нескольких офигительных женщин, рядом с которыми были еще женщины. И они все, они делают огромное дело. Собственно, если ты хочешь знать, что такое Россия, да, это они. А еще есть другие женщины, которые работают в больничках, а еще есть другие женщины, которые там детей учат в начальных классах и терпят все их идиотские шуточки там, и дурацкое поведение. И мы вообще-то живем в мире, в котором страшно мало любви. И есть ощущение, что тебе же легко эту любовь подарить. Вот ты видишь, что там у нее что-то классное. Мы часто себя сдерживаем, вроде как неприлично, там, дистанция и так далее. А ты сказал, и тебе хорошо, и ей хорошо. Я ужасно люблю людей. Это, наверное, сейчас в этом нехорошо признаваться. Я очень люблю людей, и мне всегда кажется, что если ты чуть-чуть человеку сделал хорошо, то тебе самому от этого еще в 4 раза больше хорошо. Поэтому нет, это не... Может быть, это привычка, да, такая, потому что я их разглядываю, мне про них интересно. Я смотрю, вот думаю, она готовилась там к нашей встрече, поэтому у нее такой маникюр, она всегда в нем ходит. Я себе представляю, как она себе это платье шила. Вот мы видели у директора музея в Елабуге фантастическое платье. Да? И вот интересно, я его шила или купила? Мне правда интересно. Я бы с ней поболтала, об этом у нас времени мало было. Я, знаешь, еще из-за чего ужасно парюсь все время? Вот нам из-за профессии приходится часто брать интервью у известных людей. Потому что людям интересно про известных людей, к сожалению. Если бы была такая возможность, и не нужно было, чтобы были просмотры или еще что-то, я бы разговаривала с неизвестными людьми, потому что зачастую им больше есть что рассказать, а во-вторых, их никто не спрашивал. Вот ты, наверное, тоже с этим столкнулся, когда ты снимал фильм про Беслан. Или когда ты снимал про Колыму. Люди говорят, потому что они очень хотят поговорить. Им, есть такие вещи, которые не проговорены, да? И вот они говорят, и вдруг ты оказываешься тем, кто их слушает. И это какая-то магия. Это так круто. И вот с этими их деталями
Ну, все, что она надела, это никто не увидел, не оценил. Николай Картози был героем выпуска «Еще не Познера», где рассказал историю, после которой Коля Солодников не был уверен, что его пустят домой, про то, как ты как-то очень переживала из-за того, что кто-то на форуме написал, что у тебя маленькая грудь. И после этого ты на ближайшей съемке, по словам Николая Картози, просто подчеркивала, что люди, написавшие это на форуме, неправы. Эта история правда? Нет. Да все не так было. Там действительно мы выпустили программу. Программу, которой я страшно горжусь, которую я очень люблю. Она называлась «Русские не сдаются». Тоже, кстати, имею в виду, это 2011 год. Еще вообще никто не форсит эту тему про русских, мы русские, вот это вот все. Ну, то есть нацики форсят, а нормальные люди нет. И у нас была идея такая, что олимпийский Мишка, он как бы улетел, но недалеко. И он летает по России и замечает всех чудиков, всех удивительных людей. Там был чувак, который сделал деревянный Диснейленд сам. А Мишку озвучивал Юрий Яковлев. А Мишку озвучил Юрий Васильевич Яковлев, к которому я приезжала домой, и мы записывали. Слушай, Яковлев читал мои тексты. Это было... А тексты были не просто тексты были про русские города. Не знаю, про Кострому, про Екатеринбург, про Тюмень. Мы ездили по всей России и снимали офигительных, удивительных людей. Вот это моя мечта, чтобы это были не знаменитости, там, не знаю, артист такой-то покусал собаку, собака покусала его, они все вместе покусали другого артиста, и вот классная там история. Нет. Это была история про маленьких русских людей, которые на самом деле большие, крутые, классные. Вот эта программа выходит в эфир. Вот у нее форум. И вот, значит, появляется там первый комментарий. Первый комментарий был действительно такой. Все бы ничего, но у корреспондентки маленькая грудь. Нет, комментарий был не такой. Все бы ничего, но у автора нет сисек. Вот как было. Так. Вот. Я прихожу к Картозу и говорю, слушай, ну что это такое вообще? Ну как бы вот. А все остальное дальше Картоз придумал. Потому что то, о чем он говорит, когда я вот так вот выхожу, это вообще-то теракт во Владикавказе, и я беременная. Я действительно, у меня такое было платье, и я беременная на 5-м месяце беременности. Я прилетела на теракт, потому что больше некому было. И когда я иду, понятное дело, что у меня появляется сперва вот так вот стоящее платье. Все. Но я грустила, да, после этого выпуска. Они там так весело хохочут, и про всех журналистов там говорят, это такой же, это великий журналист, это полувеликий журналист, это такой же. А про меня почему-то говорят от имени Константина Эрнста, значит, которого будет, и он вспоминает, какая у меня фигура. Ну, такое. Вот спроси ночью Эрнста, там, разбуди его, скажи, у кого самые выдающиеся сиськи? Он скажет, Гордею, Панчо у меня будили. Тебе важно, что напишут в комментариях? Потому что это такая показательная история. Насколько ты изменилась с тех пор? Я вот думаю, ответить честно или энергосберегающе? Честно. Да. Да. Что тебя может обидеть в комментариях? Все. Не, такие там... Даже про внешность? Да. Понимаешь, человек вообще... Почему хейт имеет такую силу? Потому что человек, вот с такой нестабильной уверенностью в себе, как у меня, я не очень неуверенный в себе человек. И я всегда думаю, как бы можно было бы сделать лучше, что вот здесь я хреново сделала, а вот тут там можно было вот так поступить, а здесь не так. И ты читаешь 100 комментариев, и, например, из них 99 будут про то, какой ты молодец. А один будет про то, какой ты не молодец, и еще какой-нибудь злой. И ты вот эти 99 пропустишь, а про 100 ты будешь думать, блядь, наверное, есть все-таки какое-то зерно, нужно к этому присмотреться, что-то. Я так устроена. И я поэтому... То есть я читаю комментарии только в состоянии абсолютного психического комфорта. То есть если я в каком-то сложном состоянии, я не читаю. А потом я собираюсь с духом и читаю. Ты несколько лет назад получила ТЭФИ. Да.
за «Орел и решка» семейный сезон. Да. С какими чувствами ты ее получала? С радостью. У меня дети увидели этого Пирожкова, как они его называют. Дети увидели Регину Тодоренко, дети увидели... Они не увидели Ивлееву, они увидели ее на экране. А мы с Коленькой толкнули какие-то политические речи, которые вырезали потом. Вот. Слушай, ну мы с детьми объехали полмира, мы заслужили какой-то там телевизионный приз. Если ты хочешь от меня услышать ответ о том, что я получала с чувством глубокого презрения, да нет, наверное. Я не могу вмешивать детей в свои политические внутрицеховые и этические драмы. Вот на сегодняшнем этапе они достаточно много знают про наши политические взгляды. У меня сын так бросал вверх рюкзак, когда выпустили Кирилла Серебренникова. Что разбил стекло в школе. Что разбил стекло в школе, да. А учитель кто-то из родственников из тюрьмы вышел. Вот. Они достаточно много знают, но вмешивать вот в такие тонкие нюансы я их не могу. Ну, дети, ладно, а вы же с Колей понимаете, что вот сейчас премию получаете вы за классную живую программу, а там, после вас ее будут получать люди, которые призывают идти танками на Киев и в целом объясняют, почему черное — это белое, а белое — это черное. Послушай, есть две стратегии. Одна стратегия — это, значит, мы с вами сейчас срать не сядем на одном ТЭФе. Это ваша, вот как вот здесь пол, да, вот это ваша черная сторона, а это наша белая сторона. У нас такие лица светлые, такие вот польта белые, и мы никогда не будем с вами соприкасаться. Есть другая стратегия. Постараться максимально с собой это пространство заполнить, но если ты считаешь, что ты прав. И, возможно, сейчас будет очень романтическая вещь и такая инфантильная, но, возможно, кого-то переубедить. Я сегодня все утро со своей подругой спорила по телефону, можно ли человека, который на темной, например, стороне, перевоспитать. То есть, ну, что-то ему объяснить. И я ей говорю, ну смотри, ну вот базовый инстинкт человека, даже если ты в лодке плывешь с максимально неприятным человеком, которого ты считаешь подлецом в мирной жизни, и вот лодка переворачивается, и тут есть шанс, что или ты вместе с ним утонешь, или ты все-таки попробуешь его спасти, или ты попробуешь его спасти, но утонешь. Базовый инстинкт человека — это все-таки попытаться его спасти. И в этот момент ты не думаешь, дрянь, он подлец, он там тварь, он или еще кто-то. Человек устроен так, что он должен спасать человека. Да? Вне всяких сомнений. Ведь, ну, если вот в этой вот стрёмной ситуации ты так думаешь, то, может быть, в мирной ситуации можно попробовать дать им шанс и, ну... Между спасением человека и получением награды огромная разница. Но это то же самое. Ты, не в смысле ты его спасаешь, да, а в смысле ты не высказываешь ему публичного презрения. Вот такая же вещь. Не знаю, ты не обостряешь это. Последнее по этой теме. Твой друг и коллега Андрей Лошак когда-то удостоился госнаграды. То ли медаль, то ли орден за заслуги перед Отечеством. Он не пошел ее получать. Ты бы пошла, если бы тебе ее вручали сейчас? Я не думаю, что я чего-то заслужила у нынешнего Отечества, какой-нибудь медали. Пардон, но я легко это себе представляю, учитывая, сколько ты делаешь вещей по благотворительности. Не-не, я легко себе это не представляю. Слушай, моя проблема основная заключается в том, что для людей мега-оппозиционных я типа соглашатель, а для людей мега-патриотически настроенных я типа оппозиционный человек. Оставим это для Фейсбука и там, твоего интервью на канале RTVI с Алексеем Пивоваровым и Тихоном Дедко. Ты припомнил. Да. Ты пошла бы или нет? Да нет, Почему? неприятно. Я не хочу туда ходить. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Наше путешествие по России продолжается. Мы в Нижнем Новгороде. Из Нижнего Новгорода твои предки
и один из них был очень богатым человеком. И с ним связана история вот такая же витиеватая и хитрая, как и вся история нашей страны. Как и путешествие наше по России. Значит, вот это их был дом, вот это. Их было 5 домов. Это Николай Федорович Киршбаум. Он был вице-президентом Русского банка внешней торговли. Это вот здесь вот все это была его усадьба. Здесь жила его семья, его дети, там какие-то боны там, и так далее. И в каком-то из этих домов, я не знаю в каком, была первая в провинциальной России русская благотворительная елка для бедных детей. То есть они поставили елку, они там нарядили ее, свечи, то есть все, подарки, и позвали всех бедных детей, которых могли позвать здесь, в Нижнем Новгороде. И он ужасно поощрял всяких людей искусства, культуры, литературы и так далее. Он приводил их в дом, тут было какое-то композиторское сообщество Киршбаума, он поощрял литераторов. И в какой-то момент, когда Максим Горький, который, видимо, тогда еще был Алексеем Пешком, нуждался в крови, мой прапрадедушка дал ему этот кров. Вот этот дом? Да, и в этом доме это сохранились и воспоминания Горького. Он писал, что в окно бьется сирень Киршбаумов. Благодаря Горькому это теперь дом-музей Горького. Вот. Но я могу себе представить, как выглядели дома, в которых жили мои предки. У тебя по поводу Киршбаума случилась связь с Нижним Новгородом, и из-за этого мы здесь. Да, я нашла телефон директора этого музея, Алла Марковна ее зовут. Я ей позвонила. Там проблема в том, что у нас нет фотографий прапрадедушки, то есть есть групповые фотографии, где он есть. И ни моя сестра, собственно, Наташа, которая живет в Киеве, которая все это раскопала, мы не понимали, какой из них он. Были предположения, но непонятно. И я позвонила сюда в музей, говорю: здравствуйте, я праправнучка Киршбаума. Она говорит: ой, здравствуйте, мы так давно вас искали, а что случилось с Киршбаумами? И я что-то стала там ей рассказывать, я говорю: слушайте, ну у нас вот такой вопрос, вот на этой фотографии мой прапрадедушка, он стоит или сидит? И она ответила, и вдруг я начала плакать. Я никогда в жизни бы не представила себе, что я буду плакать от того, что я узнаю, что человек, которого я никогда в своей жизни не видела, стоит или сидит. Блин, это оказалось важно. Это же про него история, что он, по легенде, зарыл в Ницце сундук с деньгами. Ну, да. Для того, чтобы, если его дети захотят все-таки из Советской России сбежать, чтобы они его откопали, и им на новую жизнь было. Да, это семейная легенда. И дедушка Коля и бабушка Катя, они между собой детьми, а потом уже... То есть до меня она дошла уже, когда бабушка Катя была очень старенькая, а моего дедушки уже не было на свете, что в Ницце где-то есть клад, который вас ждет. Ты хоть раз жалела, что вот эти богатства никак до тебя не дошли? Про богатство я не жалела. Вот про богатство вообще нет. Мне ужасно дорога там и симпатична история имени, которую они себе, эти Киршбаумы, создали. Там тот дом трудолюбия, да, где они давали работу бедным. Елка. Я горжусь там этой первой провинциальной благотворительной елкой. Вот правда горжусь. Я горжусь тем, что у него какое-то композиторское общество, что он вроде как банкир, да, и предприимчивый человек. А с другой стороны, он композитор. У него есть коммерческий клуб, где он собирает состоятельных людей и с них собирает деньги на всякие классные социальные начинания. Вот это мне очень дорого. Ну, бабки, что бабки? Ты хотела бы быть богатой? Мне немного надо. Просто ты знаешь, да, что есть люди, которые даже в нашей профессии, которых прям терзает то, что деньги проходят мимо. Ах, почему мне не оставили приданное? Или ах, у моих родителей так хорошо шел бизнес в 90-е, а они вместо того, чтобы оставить мне квартирку в Москве, путешествовали. Нет, слушай, я считаю, что мы очень хорошо живем, и по сравнению со своими родителями мы очень хорошо живем, и по сравнению с кучей людей в стране мы очень хорошо живем, так хорошо, что иногда даже неловко. Я недавно была в больнице и познакомилась там с девочкой, которая была дочерью реаниматолога. И мы с ней обсуждали выбор ее будущей профессии. Ну, так получилось, что она со мной советовалась. И я ей говорю: слушай, твой папа, он такой крутой человек, он только что на моих глазах, спас примерно весь этот этаж. Она говорит: да, я все понимаю, но знаешь, мы не можем, например, каждый год поехать на море. И в этот момент ты чувствуешь себя скотиной, потому что семья реаниматолога не может поехать каждый год на море. Да, это отстой. И вот тут тебе стыдно. А я могу поехать на море с детьми. И... Твой ежемесячный доход больше 300 тысяч рублей? Не меньше. Больше 200 тысяч рублей? Ну, примерно 200, чуть больше. Ну, иногда бывает чуть больше. Кто зарабатывает больше, ты или Коля? Я не знаю.
ты не знаешь, потому что не читала, или не знаешь, потому что не знаешь, сколько зарабатывает Я не Коля? знаю, как зарабатывает Коля. Серьезно? Будьте крест. Ну, у нас как бы такие договоренности с самого начала. Там бывает, кто-то из нас больше зарабатывает, кто-то меньше, как бы, ну, такие договоренности. Дело в том, что у меня есть суперспособность тратить деньги. Прям, собственно, мега-скилл. А у Коли есть трезвый рассудок и способность эти деньги раскладывать там, по разным каким-то ящичкам там, и так далее. И поэтому в самом начале как-то так было принято, что каждый из нас зарабатывает свои деньги. Есть вещи, на которые там, я трачу, есть вещи, на которые Коля тратит деньги, ну, которые касаются семейных дел, там, образования, аренды квартиры там, и так далее. Мы не обсуждаем, но я могу у него попросить. Попросить? То есть это не общая карточка? Коля, я так понимаю, хранит деньги только в банке, а ты закидываешь бабки на кошелек с биткоинами. Да. Коля меня очень осуждает, потому что я мега-инвестор, я все время везде инвестирую. Мы пока переезжали там из Татарстана сюда, ты там покупала биткоин во всё. Ну нет, сейчас я покупала биткоин. Я покупала какую-то там 1000-ную часть биткоина. Я время от времени это делаю. Но у меня был кошелек, в котором было какое-то количество биткоинов. Это было 3 года назад, и сейчас эти биткоины, ну там вот эти количества, которые у меня было, они бы были... Я могла бы машину купить, мне кажется. Но я потеряла пароль. Ты не помнишь пароль? Да, блин, там невозможно запомнить, Юр, пароль, потому что, ну, пароль... Как вот этот чувак, у которого там несколько попыток осталось. Да, я с этим чуваком чувствую родство душ, потому что там, чтобы восстановить пароль, ты должен запомнить 12 слов, ну, последовательность. Я, зная, что я их не запомню, я их сфоткала, но потом в каком-то страшном перелете, когда трясет, я боюсь, я удаляю фотки ненужные. Я удалила из этих 3 фоток 2. У меня есть 1 фотка с первыми 4 словами. И там фраза не шла, Саша, по шоссе. Нет, там такие бессмысленные слова, там типа велосипед, мороженое, подсолнух, ну какие-то вот такие слова, ну по-английски. И я ходила к лучшим криптоспециалистам ever, и все такие говорят: Кать, смирись. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Где ты живешь на ПМЖ сейчас? У меня не ПМЖ, а ВНЖ. Это разные вещи. Что твой дом сейчас? Ну, дом там, где дети, там, где Коленька. Это дом. Мы где живем в Риге. Мы живем там с 2015, с конца 2015 года. Почему ты решил туда приехать? Был момент, когда кончились там все эти телеканалы и т.д., а еще не началось, не появилась возможность быть самому по себе. То есть вот сейчас я понимаю, что в принципе там, ну, какие-то там мои тексты, например, опубликованы в абсолютно разных изданиях. Какие-то мои фильмы вышли на вообще разных платформах. И это вообще никак не влияло на их просматриваемость, цитируемость там, и успешность, назовем это так. А тогда ничего этого еще не было. И я сидела все время с повернутой назад головой, вспоминая, значит, былые НТВшные денечки, и не видела вообще никаких перспектив впереди. Плюс случился Крым, и там были 2 частные истории, касающиеся там того, что я видела через решетку в соседнем с нашим садике, когда дети танцевали танцы под крики там «Бандера фашист». Что? Ты преувеличиваешь? Ну, я преувеличиваю, но была вот такая история. Я просто не помню ту песню, которую они пели, но смысл ее был вот такой. Это были маленькие довольно дети, ну, садик. А мои дети вернулись с прогулки, они гуляли по Невскому, и они вернулись в кепках «Единая Россия». Ты не можешь, вот ты мне говоришь про ТЭФИ, да? Ты не можешь объяснить ребенку, почему это не гуд ходить в кепке «Единая Россия». Как опасно детей на улицу одних отпускать? Да, они с садиком ходили. И Что все... за времена? Это католический садик. Я захожу, значит, в садик, а там весь этот садик в кепках «Единая Россия» с медведем. И стоит сестра Оксана, вот воспитательница. Я говорю: это вообще что? Она говорит: мы ничего не смогли сделать. А там какая-то манифестация шла, это «Единая Россия». Отсутствие работы, то есть отсутствие возможности как-то профессионально, по крайней мере, всему этому мракобесию противостоять, и надвигающееся мракобесие, которое вдруг, знаешь, ты отвлекся,
У тебя нет работы, тебе не в чем себя реализовать, и ты только смотришь, как вот это мракобесие все сгущается, и сгущается, и сгущается, и сгущается, и конца и края этому нету. Я больше не могу. И мне было очень тяжело, конечно, жить в Петербурге. Ну, в силу климата, в силу того, что это очень непростой город. Я не петербурженка, пора это признать. Вот. И я очень хотела уехать. Мы разговаривали много про это с Колей. Коля не хотел ехать в Москву. Я не хотела оставаться в Петербурге. И я вообще хотела куда-нибудь улететь, желательно на Марс. И мы уехали в Латвию, в Ригу. И это было довольно правильное решение, как я сейчас понимаю, хотя бы потому, что логистически с 4 детьми в Риге жить гораздо комфортнее, гораздо удобней. И мы можем себе позволить то, чего мы не могли бы себе позволить в Москве никогда. Кружки. И по деньгам, и по логистике. Там это дешевле стоит? Да, значительно. Там какие-то... У нас дети сами гуляют. Ты можешь себе это представить? Переехать ты туда могла, потому что у тебя был ВНЖ. Да, у меня было ВНЖ. У меня была и есть земля. Это та программа, когда они давали в обмен на покупку земли Да, или какой-то другой недвиги ВНЖ? Ну, там можно было купить недвижимость, но у меня было денег на землю. И вот землю я купила, мы с Чулпан пополам купили, но это известная история. Условно дачном поселке в 100 километрах от Риги? Да. Дорого стоило? Ну, 70 тысяч. Евро? Да. У тебя они были? Я кредит брала. Долго возвращала? В прошлом году вернула до конца. А живешь ты там? На участке? Прям на земле в палатке? Нет. А там нет дома? Нет, там земля. Вы живете именно в Риге? Мы живем в Риге, мы снимаем квартиру. Это правильно называть иммиграцией? Нет. Слушай, иммиграция — это все-таки какой-то, мне кажется, атовизм. Потому что в 21 веке, когда открыты, будем надеяться, границы, когда мир такой большой и такой маленький одновременно, когда ты одним телефонным звонком или одним самолетом можешь добраться более-менее куда угодно, говорить о тотальной иммиграции, вот ты раз навсегда уехал, да ну нет, конечно. И я очень много думаю о том, как мы вернемся, приедем сюда. У этого есть куча моих соскученностей по людям, по языку, по языку, вот, который везде, там, на вывесках в том числе, по месту, по возможности здесь жить, с одной стороны. С другой стороны, очень много страхов, касающихся того, как мы воспитывали детей, что с ними будет в ситуации обострения всего того, о чем мы с тобой говорили. Да, вот ты себе можешь представить, вот я себе представляю своих детей, как я их воспитывала, и митинг. Еще 3-4 года, им старшей дочке моей 11 лет. И она мне говорит, и я пойду на митинг. И ты не можешь ей сказать «нет», потому что она права. Потому что мы с ней много об этом говорили, она выращена в этой парадигме, что если тебя что-то не устраивает, ты должен об этом говорить. И что у человека базовое право — это свобода. А дальше идут все остальные. Но, с другой стороны, ты же моя дочка, и я не хочу, чтобы она вышла на митинг, а потом оказалась в изоляторе. И получится, что я пойду с ней. И получится, что мы все загремим туда. И когда я одна здесь, то я хожу, хотя мне достаточно стрёмно идти, понимая, чем это может обернуться для моих детей. А представить себе ситуацию, как я иду с ними, то есть я все время от себя ее отгоняю, что еще 4 года. И может уже будет тот самый 2024, когда, что-нибудь тут переменится. Переменится, да? Да хрен его знает. Я думаю, нет. Но вдруг... Я знаешь, такой странный тип жизнерадостного пессимиста.
Тебе приходилось слышать, живет в Евросоюзе, да еще и в недружественной стране, а денежки здесь зарабатывает? Я и налоги здесь плачу. Тебя не смущало это никогда? Нет. А должно? Не думаю. Мне Ну, тоже ты говорила, что ты болезненно реагируешь на комментарии, а это тоже комментарии. Мы с тобой... Сейчас это первый раз, когда я публично эту историю обсуждаю. Поэтому вот тут-то и придут комментарии про то, что я настоящий иноагент. Не вот это вот все, что мы думали. Слушай, я живу сейчас в Латвии, у меня есть временный вид на жительство, то есть я официально живу, как бы у меня есть документ на это, да. А у меня московская прописка. 20 сколько там лет за плечами моей жизни в Москве. И я зарабатываю деньги в России и плачу налоги в России. Ты сказал, что любишь Горького. Да. За что? Он гениальный писатель. Абсолютно гениальный писатель. Он человек, который родил новую драматургию нового времени. Пьеса «На дне» — это шедевр, это бомба, это литературное сокровище, это то, что театры ставили, ставят и будут ставить, когда сейчас там какая-то, мне кажется, сейчас есть какая-то лакуна, когда Горького не ставят, будут ставить. Вообще человек вырос там хрен знает из чего, и была вероятность, что он может не научиться ни читать, ни писать. Человек абсолютно сумасшедшей одаренности и, в общем, безучести. И он, вот то, как я себе представляю творческого человека, он мембрана. Он впитывал все это и производил на свет какие-то суперхудожественные тексты и там произведения, которые отвечали дыханию времени. То есть вот, да, открытка, которая была суперпопулярна в 20 веке, на одной стороне Горький, на другой стороне Ницше. Горький фанат Ницше. И он пишет пьесу «На дне», которая вступает в противоречие с духом ницшанства. Да, она про всех падших, но она не про то, как мы от них избавимся, значит, а только сильные останутся и крепкие, а он про то, что падающего можно поднять. И дальше Горький, конечно, он думает о создании этого нового человека, которым бредят все в 20 веке. На этом построено все сумасшествие и мракобесие 20 века. Все бредят появлением какого-то нового сверхчеловека. Но этот бред же, по сути, к Адольфу Гитлеру привел. Да, и он привел к Сталину, и он привел к созданию... То есть у Сталину, может быть, не удалось ничего, кроме действительно того, что, наверное, в 60-е, 70-е стали рождаться люди, которых можно назвать уже вот этим советским человеком. Психологически это пипец, потому что это люди, которые раболепствуют перед вышестоящими и хамят нижестоящим. Это советский человек, вот он такой. Это прямо ужасно. И из этого растут ноги у всех тех проблем, с которыми мы, например, в том числе и сейчас сталкиваемся. Но тебе скажут, при этом это же люди, которые там что-то умели делать руками. Самолеты, вакцины, и прочие вещи, которые, все-таки были в контексте мирового технического прогресса. То есть до Сталина они не умели это делать, и сейчас тоже разучились. Вакцину «Спутник» изобрели какие-то инопланетяне, которые к нам прилетели. Сталин не имеет никакого отношения к завоеваниям советской науки, советской литературы и всего того классного советского, что действительно было. К Сталину это не имеет никакого отношения, кроме огромного количества рабского труда, из-за которого мы многие высокотехнологичные вещи себе не могли позволить. Да, мы можем вырыть траншею, но работать руками долго и по своей воле нет. А к кому тогда это имеет отношение? К людям. К людям. Сергей Павлович Королёв, что ты думаешь, он был бы хуже ученый, если бы он не посидел в лагерях? Ну, конечно, нет. И никого лагерь не сделал лучше. У тебя есть претензии к Горькому, что он был в ГУЛАГе? И ничего плохого про это не написал. Да. Это последний период жизни Горького, когда все как-то переворачивается. То есть Горький страдал там от царской охранки, Горький был в ссылке, Горький провел там какое-то время в тюрьме. Горький, который супер принимает революцию 1905 года, супер принимает февральскую революцию, хотя как-то уже страшновато, потому что все-таки люди чувствительны, они понимают, что революция — это какой-то огромный вот такой вот поток суперэнергии, который неизвестно, всех сметет или кого-то все-таки пощадит. А дальше случается революция 17-го года, когда ты понимаешь, что просто сейчас все в кровище будет вот посюда, а может быть даже выше. И в 21-м году он уезжает из России, а потом советская власть, потому что он реально суперзвезда. Вот суперзвезде тогда, наверное, не было. И они начинают его вот так вот выманивать. Когда они его выманили,
Они ему показали в качестве демонстрации того, каким будет новый советский человек, как мы всех перевоспитаем, какие они будут классные, они ему показали ГУЛАГ. И отзывы Горького о ГУЛАГе, они в высшей степени, ободряющие, наверное, так можно сказать. И это для меня катастрофа. И я не могу поверить, что человек с такой чувствительностью, с таким, в общем, пониманием всех процессов вдруг увидел там какой-то способ создания нового человека и не увидел страданий, и не увидел того, что система просто хавает тех, кто не согласен. Про Горького еще история в том, что когда он был уже официальным писателем, и любимым писателем, и уважаемым, Горького встречали, там, не знаю, поезда, все, он продолжал помогать людям, которых власть гноила. Он помогал, но не успел помочь выехать Блоку. Если бы он успел, там вопрос был нескольких недель, то Блок бы не умер такой страшной голодной смерти. Он помогал Цветаевой, в том числе и деньгами, и в том числе и даже там продуктами. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Один из самых известных русских документалистов, Александр Расторгуев, тоже друг твоей ростовской юности. Что первое надо посмотреть людям, которые никогда не смотрели Расторгуева? «Чистый четверг». О войне в Чечне. Понимаешь, мы же жили в Ростове. У меня, например, окно моего дома выходило на военную часть. И вот в 1994 году все солдаты этой военной части, внутренние войска были, они в декабре отправились в Чечню, а потом никто не вернулся. И мамы выли под этой военной частью. И, если я правильно помню, их командир застрелился потом. Потому что они были новобранцы, вот они сентябрьские. И по Ростову, в Ростове вся история Чеченской войны, она очень ощущалась, очень чувствовалась. Потом, когда я оказалась в Чечне, и это увидела своими глазами, там, видишь какую-нибудь там русскую бабушку, которая варит себе обед на примусе. И у нее потому что разбомблена квартира. Ты думаешь, кто здесь, за что вообще, с кем воевал? Что здесь было? Саша, который огромный, большой художник, и при этом, как всякий большой художник, гиперчувствительный человек, он, если я правильно помню, он на свои деньги в итоге полетел снимать этот фильм вначале. Это, для меня это главный его фильм. Это фильм, собственно, с которого его все узнали. Как и где ты узнала о том, что он погиб? Мы отдыхали с детьми. Саша делал проект. Как и все, что интересовало в последнее время Саши, это был проект про реалити. И он снимал семью, в которой у женщины был ребенок. По-моему, сначала был сожитель, которого она выгнала. Это все происходит в кадре. Там камера какая-то стоит. Потом у нее появляется другой сожитель. А она сама заведует ночным клубом. А сожитель этот играет в какие-то игры. И этот ребенок особо никому не нужен. Там им занимается вот этот вот парень, который с ней живет. Он встречает, провожает, там еще что-то. Они ругаются время от времени, пьют пиво. Ну, в общем, какая-то такая вот довольно разрушительная жизнь. И Саша снял это, и он попросил меня посмотреть. Не знаю, почему меня. И я посмотрела и говорю, что ты хочешь этим добиться? Ты хочешь, чтобы ее лишили родительских прав, а он поехал в детдом? Ты понимаешь, что когда ты это показываешь, ты лишаешь его права на такую мать, которая у него есть. Она все-таки ему мать. И он ее любит. И для него она все равно самая лучшая мама. Мы немножко поругались. Вот. И потом он опять позвонил и говорит, а ты что предлагаешь? Я говорю, покажи все это его глазами. Как пацан ее видит. Он говорит, я не смогу с ребенком разговаривать. Я говорю, я поговорю. И я прилетела, и мы... Что это за город был? Нет, это все Москва. Была студия, и в студии, это уже Саша придумал, он постелил такой огромный лист бумаги, и мы с этим мальчиком ползали с маркерами и рисовали семью.
Мы рисовали все, как он себе представляет. И он так смешно говорил, что там, если бы у меня было много денег, я бы маме подарил шоколадную розу и Мерседес. И, в общем, и мы снимали, а Саша стоял, и он плакал. То есть он стоял, смотрел вообще вот как парень. То есть всю эту историю, вот весь этот там, довольно там сложный клубок отношений мальчишка пересказывал со своей точки зрения. И выходило совсем по-другому. Как, с любовью? Да. То есть он, конечно, он любил маму. Все дети любят маму. И когда мама услышала, что он там говорит, ее это тоже абсолютно перевернуло. Они записывали потом с ней интервью. Это очень многое изменило в их отношениях с мальчиком. И Саша это смонтировал. А я уехала, мы все уехали всей семьей на море. И Саша мне написал, что, пожалуйста, посмотри монтаж, потому что мне кажется, что классно получилось. А поскольку мы были с семьей, отпуск, я ничего не смотрела. Он пишет, ты посмотрела? Я говорю, Сань, нет, сейчас я посмотрю, дай мне 2 дня. И мне ночью снится, что я ему говорю, слушай, Саш, ты прости, я тебе клянусь, я завтра с утра встану и посмотрю. И я встаю, там проходит какое-то время, чтобы посмотреть. Я собираюсь смотреть, открываю компьютер, и я вижу, что сначала они пропали, а потом, что они погибли. Официальная версия — ограбления. Нет, я не верю. Нет. Во что веришь? Я думаю, что это те люди из России, которые контролируют в Центральной Африканской Республике все вот эти алмазоносные рудники и занимаются оружием и другими отвратительными вещами. Про которых и ехал снимать... Да, собственно, несостоявшийся герой этого расследования. Как ты относишься, когда Россию, на протяжении всей истории, называют страной-мясорубкой? Это грубо или скорее похоже на правду? С пониманием, да, отношусь. Я думаю, что это похоже на правду. Это очень... как-то это больно, да, сказать, да, это так, да. Получается, что мы все живем в мясорубке, и вот тут вопрос, ты вот этой ногой встанешь, она тебя засосет, или не встанешь. А ты можешь даже не вставать, она тебя сама засосет. Поменяется ли это когда-нибудь? Слушай, я пессимист. Я считаю, что нет. Но мы здесь живем, мы любим Россию, мы здесь работаем, мы стараемся сделать все, чтобы было лучше. Это не может все просто утечь в землю. Это не может все куда-то пройти бесследно. Поэтому, может быть, что-то и будет. Но ты понимаешь, у нас у всех память как у рыбки. Я имею в виду, как у народа. Вот мы пришли сюда, значит, здесь мой прапрадедушка, чья судьба его родственников и детей была достаточно чудовищная. И я только там списки расстрелянных и могилы собирала по России и по миру. А вот, значит, рядом с этим в 2017 году ФСБ России праздновало свое 100-летие. Потому что ФСБ России считает, что оно правопреемник КГБ, НКВД, ВЧК и так далее. И меня это совершенно ошеломляет. То есть это ж какой пиздец надо иметь в голове, чтобы считать себя правопреемником тех, кто расстрелял моего прадеда. И вот когда мы будем... Я не испытываю ненависти к тем, кто физически это сделал. То есть я понимаю, что да, система там, у нее плохой естественный отбор был, и они брали самых людей, подлых, кровожадных там, и так далее. Но эти люди не родились такими. Они стали палачами благодаря такому отбору. И я бы хотела, чтобы мы все про это помнили. Не в смысле, что я сейчас найду их адреса, пойду, значит, и отомщу. Я не хочу никому мстить. Я просто хочу, чтобы мы помнили, что у нас был такой период жизни, и тогда, возможно, он не повторится. Как только мы эту страницу закрываем и говорим, не надо ворошить историю, она повторяется. Юрий будет дуть, будет Юрий. О чем ты мечтаешь? Книжку дописать. Какую? А я пишу 3 книжки сразу, я не знаю, хочу хотя бы какую-нибудь дописать. Одна про великих русских женщин? Да.
А две другие? Две другие — это два романа. Романа? Книга — это рассказанная история. Это история, которая, возможно, поменяет какого-то человека. Я, собственно, там и к интервью так отношусь, да, что интервью — это такое, это нечто, что из пункта А в пункт Б делает тебя другим. Вот ты смотришь, и тебя это меняет в какую-то сторону. Фильм точно так же создается. А книжка — это история, которая в хорошем случае тебя совсем перелопачивает. Вообще, глобально я мечтаю, чтобы дети были здоровы и счастливы. И чтобы мы с Коленькой были вместе, и чтобы мы с Коленькой в старости на море сидели. На море? Да. А вы и так на море, на Балтийском? Юр, я люблю море синего цвета, чтобы оно было теплое. А Балтийское не синее? Нет, Юр. Балтийское... Вот я люблю море как мои брюки, а Балтийское как твои брюки. У тебя красивые брюки. У тебя тоже ничего, но мои мне нравятся больше. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц. Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Свободная Россия или счастливая Россия? Послушай, свободная Россия — это и есть счастливая Россия. Счастливая Россия не свободной быть не может. Не бывает счастья в несвободе. Представь, что наступила прекрасная Россия будущего. Та самая свободная и счастливая. О чем ты тогда будешь писать свои тексты и снимать свои фильмы? Да, слушай, есть столько историй нерассказанных. Ты знаешь, например, я считаю, что у нас тема Чеченской войны, всего вот этого, она абсолютно не рассказана. Вот ты спрашиваешь меня, счастливая или свободная Россия, да? Я очень нервно отношусь, когда рассказывают про там 90-е, там бандитские 90-е, такие 90-е, 90-е. Потом еще приходят люди, которые начинают рассказывать, 90-е там время их лучшей жизни, потому что это там какая-то суперсвобода. А 90-е вообще-то это война в Чечне. Это абсолютно нерассказанная история. Ее столько раз пытались, там, к этому подступались все разные люди. Но мы же понимаем, что это, отчасти приход Путина. Плюс война в Чечне — это Нордост и Беслан. Война в Чечне — это взрывы домов. Война в Чечне — это весь тот ад, в который мы погрузились в начале нулевых. Если это плата за свободу, большое спасибо не надо. Никакая свобода не стоит сотен тысяч или отнятых, или исковерканных жизней. А я считаю, что вот эта вот длинная, кровавая, беспощадная и бессмысленная война в Чечне, она травмировала всю нашу страну на долгие годы. Еще хрен знает, когда эти травмы излечатся. То есть, если наступит прекрасная Россия будущего, тебе было бы интересно снимать про то, что было в недавнем прошлом? Слушай, я думаю, что если наступит прекрасная Россия будущего, будет еще до хрена тем, про которые мне будет интересно рассказать, про каких-нибудь там суперлюдей. Там. У меня мне всегда будет Я про просто что не понимаю, рассказать. почему ты перескочила на войну в Чечне. Да про то, что есть всегда про что рассказать. Не обязательно там нужно оглядываться в прошлое, да. Но это, если мы говорим про темы, которые мне было бы интересно снять, я бы обязательно про это сняла. Но в любой суперсчастливой стране всегда есть о чем рассказывать. И о счастливом, там, и о несчастливом, если ты говоришь, что я певец боли, то и боль будет, даже в самой счастливой истории. Короче, рассказывать истории только рассказывай. Сколько тебе было в 1999 году? 22? Сколько тебе будет в 2036 году? Это сложнее посчитать. 59. И финальное. В чем сила? В любви. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс. Что будет призом? Пусть будет золотая карточка «Орла и решки». Пойдет? А у тебя сохранилось? Да. Мне придется, правда, отобрать ее у детей, но я думаю, что я договорюсь ради такого дела. Конкурс. Мы сказали, что Катя — это певица русской боли. Она с этим спорит. И в целом мы готовы согласиться с этим контраргументом, но попросим наших зрителей нам немного помочь. В закрепленном комментарии расскажите,
о чем-то классном, что случилось либо с вами, либо в вашем населенном пункте, о чем Катя, если это вдруг будет интересно, могла снять фильм или просто выпуск программы «Скажи Гордеевой». Просто идею из какой-то неизвестной или малоизвестной истории, которая бы просто в списке наших комментариев бы присутствовала, и Катю это могло бы заинтересовать. Класс! И нам развлечение, и Кате, возможно, помощь в том, чтобы сделать интересный выпуск, а не то, что вот эти интервью одно за другим просто... А то у меня так 3 неснятых фильма, теперь будет 4 неснятых фильма. Ну, норм такой конкурс. Да, Тебе же будет супер, классно? супер. Катя, спасибо тебе за эти несколько дней и за эти путешествия.